Всем привет, дорогие друзья, рад всех приветствовать на своем канале. И сегодня у нас отличный рецепт, простой, очень вкусный, из говядины. Будем с вами готовить без строганов. Как вы знаете, в переводе с французского это говядина по-строгански. Сегодня мы с вами возьмем мягкий кусочек говядины, мякоть чистую, без жирка. Возьмем с вами лучок, грибы. Все это тоненько нарежем, обжарим до золотистой корочки. Подрумяним с вами мясо, зальем все это соусом, и будет у нас уах-уах-уах, какое прекрасное блюдо. Мы с вами его доведем до вкуса, посолим, и будет все замечательно. Так что не переключайте, ни в коем случае не перематывайте. Досматривайте до конца, лайк, подписка, и погнали творить чудеса. И начнем, как всегда, по традиции, с мяса. Говядина у нас, видите, как я говорил, она у нас без жира. Что нам нужно сделать? Нам нужно ее сейчас тонко нарезать, как можно тоньше. Чем тоньше мы ее нарежем, тем быстрее она у нас приготовится. То есть мы делаем вот такие вот слайсы, видите? Потом мы соединяем. Кстати, так можно нарезать тартар, говядину, так можно нарезать, ну, на все что угодно. Хотите на азу, можно так нарезать. Я буду нарезать вот такими полосочками. Смотрите, вот такими вот. Теперь режем, друзья, лук. Лук мы режем произвольно. Чем тоньше, тем вкуснее. Кстати, вот почему хорошо резать тонко лук. Он, во-первых, быстро прожарится, а во-вторых, он менее чувствуется. То есть он не преобладает во вкусе. И для эстетики блюда, друзья, почему мы режем все соломкой, я уже еще раз повторю, для эстетики блюда нам нужно порезать соломкой, чтобы у нас было все однообразно и красиво. Это просто по эстетике, а так режьте как угодно, как вам нравится, так и делайте. Вы творец своих блюд. И последний заключающий ингредиент этого блюда у нас это грибы. Я использую вешенки, вы можете использовать любые другие грибы. Я их вот так просто нарываю руками. Это просто быстро, и они очень получаются тоненькие. Грибы мы можем использовать любые, вообще, какие вам нравятся. Ну, в основном готовят на шампиньонах. В основном. Вообще готовят все большинство на шампиньонах. Они чем хороши, так как и вешенки, они, грибы у нас на водяной основе, они, как вы знаете, состоят на 80% из воды. То есть из него можно выжать влагу, и от гриба останется практически ничего. Грибы используем почему? Потому что они особого вкуса сильного не имеют и не дают. Но у них есть определенный эффект, как у сыра моцареллы. Они умеют впитывать аромат тех продуктов, с которыми вы их сочетаете. Поэтому и они так универсальны и уникальны в этом роде, друзья. Прям красотища. Нарвали и зажарили. Ну не сейчас, чуть попозже. На сторону наливаем обильное количество масла. Сейчас мы очень хорошо раскалили сковороду для того, чтобы дать колер нашему мясу. Колер, объясняю, что колер. Грубо говоря, это верхняя корочка мяса. Она как бы запечатывает, обволакивает мясо, и тем самым сок из нее не выходит. Поэтому надо максимально разогреть сковороду, очень-очень жирно, очень-очень хорошо, чтобы она прямо у вас дымилась. Я не знаю, видите на видео, что она у меня дымится. И выкладываем говядину, но не мешаем ее вообще, не трогаем. Просто нам нужно ее распределить, чтобы сделать тонкий слой, потому что жирный слой у нас не прожарится нормально. Смотрите, мы сейчас дали колер нашей говядины. Пенится это у нас масло. Мы немножечко, может, побольше его чуть зарядили, но оно сейчас питается. Сейчас нам что нужно сделать? Надо подсолить говядину. Ее нужно подсолить хорошенько. Где-то на корку, но на соусе это все равно у нас отобразится, друзья. Сейчас вот пока у нас все это пенится, у нас пока все это поджаривается, видите, говядина уже стала золотистой, как вы видите. Сейчас нам нужно добавить в это все прекрасное наше блюдо лучок, наш, который нарезанный, и вместе с луком уже обжарить. После того, как лук у нас стал золотистый, смотрите, друзья, мы сейчас будем добавлять с вами грибы. У нас все уже обжарилось, все, смотрите, как румяненько, хорошо, да. Можно вообще вот так, в принципе, оставить. Говядина с луком — это и так прекрасно вкусно, главное посолить и поперчить хорошенько, но это не про нас. Добавляем грибы.
Грибов, вы скажете, конечно, многовато может быть, но они у нас сейчас ужарятся. Надо как-то объем блюда тоже сделать, да, но бестроганов именно готовится с грибами. Грибы сейчас они у нас усохнут, они даже, возможно, сейчас дадут сок, тем самым у нас прожарится мясо, протушится немножечко лук, чтобы у нас не хрустел. Ну, будет, короче, тип-топ все. Так что не переключайтесь. После того, как мы прижарили грибы, кстати, смотрите, у нас прям грибы тоже золотистые, все прям говядина отдала цвет тоже немножечко, ну, колера своего, грубо говоря, да. Кстати, я заметил такую одну особенность, что когда готовишь небольшими порциями, там, на 2-3 человек максимум, да, и все получается почему-то вкуснее, зажаристее, тем, а не когда ты на целую орду просто готовишь, там все варится, у тебя тушится, и получается все такое невкусное. Ну как, получается тоже вкусно, но не так, как на маленьких порциях. Теперь что делаем? Берем сметану 15%, любую, которую любите. Ну так ложек, наверное, 5-6 сюда. И вваливаем банку, наверное, 400-граммовую. Это будет много. Сейчас мы ее разбодяжим. Хотя, в принципе, это норма. Все, достаточно, больше этого не нужно, нам больше этого. Смотрите, у нас сметана приобретает соус сразу же, она у нас моментально густеет, но нам нужно потушить. Что нам для этого нужно сделать? Конечно же, добавить немного воды и растушить говядину, соус, и чтобы у нас все соединилось, совместилось, и все было очень-очень даже вкусно. Перед тем, как мы все это сейчас совместили, сделали, теперь мы убавляем огонь на медленный. Добавляем немного черного перца. Это, друзья, все по вашему индивидуальному вкусу. Перец черный, соль, как вы любите. Я вот люблю, кладу чуть побольше, так что не ругайтесь на меня строго. Обязательно мы еще немножечко подсолим, но в конце мы это все попробуем еще. И сейчас нам нужно накрыть крышкой на 10 минут. Нам нужно это оставить потушиться, потомиться. Сильное бурление давать не нужно. Пускай она у вас кипит, кипит. Главное, чтобы она не то, что прям томилась, а вот именно она так подкипела. Раз, так, сейчас. Закрываем крышкой. Чуть-чуть убавляем огонь, и сейчас все это у нас пускай тушится. Тушится до загущения. Все, бестроганов наш готов. У меня тут, кстати, была картошка, я ее заранее уже сварил. Так что бестроганов подавайте лучше с картошкой, друзья. Кстати, еще забыл сказать, что бестроганов можно готовить также и на сливках. Не обязательно делать на сметане. И вот так вот красиво, друзья. Опа. Сейчас, ребят, давайте попробуем все, что мы сегодня с вами натворили, и оценим, что это за еда. Друзья, ну, что сказать, домашняя еда есть домашняя еда. Никакие нам филипперские рестораны, вот эти морепродукты, омары, вот просто бестроганов, картошка. Это просто великолепие. Сливочно, нежно, вкусно. С картошкой. Объедение. Зеленого лучка еще, кстати, можно. Вообще не пожалеете никогда. Так что подписывайтесь на мой канал, для того, чтобы посмотреть следующие вкусные ролики. Ставьте свои лайки, пишите свои комментарии. Тем самым вы поможете моему развитию. Хорошего настроения, хорошего дня и мирного неба над головой. Пока.